Пятый удар. Америка заявляет о спецоперации. Военные пошли в атаку. Заявление Трампа о захвате Путина. Что происходит? Европа начинает говорить: Трамп унижен публично. Предательство союзников. Париж заявляет о планах по выходу из НАТО. Американского президента обвиняют в масштабных преступлениях. Что известно о расколе? Максимальное приближение и первое испытание Германии орешником. Берлин в боевой готовности. Система ПРО, которая, как заявляется, готова к удару по российским ракетам, была испробована. Новые детали. Украина готова к сделке. Решение принято. Осталась подпись заявления Зеленского о требовании к Путину. ЕС хочет говорить. Запад готов к диалогу с Путиным, а Зеленского хотят отправить под суд. Исполнители ждут приказа из Кремля. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, как всегда, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. В Чечне ждут приказа Путина. Повторное заявление из Грозного за эту неделю. На этот раз уже сын Рамзана Кадырова угрожает Зеленскому похищением и ликвидацией. Но для этого ждет приказа из Кремля или же от Кадырова-старшего. Заявление 18-летнего сына Кадырова Адама массово начали цитировать российские и чеченские СМИ после удара по Украине орешником. В Грозном Зеленского собираются отправить под суд, как военного преступника. Таким образом, в Чечне собираются отомстить Зеленскому за то, что считают оскорблением. Ранее сам Зеленский призывал США найти инструменты давления на Россию, приведя в пример операцию с Мадуро в Венесуэле. По этой же аналогии он предлагал захватить главу Чечни Кадырова. Но скоро закончится и твое время. И когда это произойдет, ты будешь вспоминать свои сегодняшние острые шуточки и пожалеешь о каждом сказанном слове. Готовься, актер. Финал твоего спектакля будет написан нами, и он будет совсем не комедийным. Максимальное приближение и первое испытание Германии орешником. Появляются интересные детали. Немецкая противоракетная оборона Arrow 3 могла впервые оказаться в условиях, близких к боевым, после запуска России баллистической ракеты «Орешник» по Западной Украине. Об этом пишет немецкая пресса, акцентируя внимание на том, что Берлин буквально несколько недель назад развернул систему Arrow 3. Это ПРО израильского производства, разработанное вместе с США. Система интегрирована в сеть раннего предупреждения НАТО и получает спутниковые данные США. Издание Welt пишет, что с высокой вероятностью пуск орешника отслеживался немецкими и американскими системами уже через несколько секунд после старта. В частности, немецкие радары расположены в Хольцдорфе. Одна батарея может прикрывать Германию, Польшу, Чехию и половину Восточной Европы, пишет издание Welt. В Германии считают, что этот удар орешником по западу Украины стал политическим переломом. Впервые Германия получила ключевую стратегическую роль в системе ПРО на восточном фланге НАТО. Arrow 3 предназначена для перехвата баллистических ракет большой дальности на большом удалении от цели. В отличие от прежних систем ПВО, таких как Patriot, Arrow 3 поражает атакующую ракету не в атмосфере, а в космосе, на высоте более 100 километров. Перехват осуществляется по принципу hit-to-kill, уничтожение боевого блока противника исключительно за счет кинетической энергии прямого попадания. Варшава привела свои силы в боевую готовность. Польша также была предупреждена об ударе орешником. Польские медиа пишут, что взрывы прогремели вблизи польской границы. Поляки сделали акцент на Patriot и нидерландские системы ПВО в районе города Жешув, где находится аэропорт, который считается важным логистическим узлом для передачи Украине западного вооружения, уточняет издание РМФ-24. При этом истребители в воздух не поднимали, поскольку, как узнал наш журналист, они были бы бесполезны для возможного уничтожения современной гиперзвуковой ракеты. Выбор удара не случайен. Мировая пресса продолжает выходить с заголовками о том, что Путин таким образом отправляет сигнал и США, и Европе. Нью-Йорк Таймс пишет об эскалации. Выбор цели в Западной Украине, недалеко от границы с Польшей, членом ЕС и НАТО, по-видимому, был призван послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев на переговорах о мирном урегулировании. С этим ударом Россия эскалирует боевые действия на Украине, даже несмотря на то, что в других регионах мира она реагирует довольно сдержанно, в том числе в Венесуэле. До конца так и не ясно, что именно оказалось под ударом. Информация за сутки менялась от удара по газовой инфраструктуре до просто места у границы. А вот, например, Sky News пишет о прилете по цеху госпредприятия, ссылаясь на заявление украинского чиновника. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что ракета поразила цех государственного предприятия во Львове. По его словам, зафиксированы незначительные пробития бетонных конструкций, а в лесной зоне предприятия образовались воронки от взрывов. Уровень радиационного фона остается в норме.
В Европе при этом заговорили о необходимости диалога с Путиным. Премьер Италии Мелони уверена, ЕС должен возобновить переговоры с Россией по Украине для сохранения влияния блока в вопросе завершения войны. Мелони согласилась с недавним заявлением Макрона и считает, что пора назначить от ЕС спецпосланника по России. Я считаю, что пришло время, чтобы Европа заговорила с Россией по вопросу войны, иначе наш вклад остается ограниченным. Но кто это должен делать? Нельзя действовать в разнобой, иначе мы окажемся в роли тех, кто окажет услугу Путину. В то же время Великобритания, вышедшая из ЕС, заявила, выделяет $270 миллионов на подготовку военных для возможной миссии в Украине. Заявление сделал Джон Хилли, министр обороны, который в день удара орешником был в Украине, а после приехал, в частности, и в Киев. Он уверяет, что Лондон изучает опыт Украины в войне для будущего Великобритании. Я рассматриваю это как признак новой эпохи угроз, растущей неопределенности и растущих рисков. Это требует новой эпохи для обороны. Именно поэтому мы, как правительство Великобритании, взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону на рекордный уровень со времен окончания Холодной войны. Эрдоган хочет аналог НАТО. Турция стремится присоединиться к оборонному альянсу между Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Потенциальный альянс, в который войдут Турция с одной из крупнейших армий НАТО, Саудовская Аравия, одна из самых богатых стран мира, и Пакистан, обладающий ядерным оружием, может существенно изменить баланс сил как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Соглашение, первоначально подписанное Саудовской Аравией и Пакистаном в сентябре, предусматривает, что любая агрессия против одной из стран рассматривается как нападение на всех участников. Этот принцип повторяет 5-ю статью НАТО, членом которого является Турция, обладающая крупнейшими вооруженными силами в альянсе после США. По словам источников, переговоры находятся на продвинутой стадии, и вероятность заключения сделки очень высока. Европа начинает говорить, Трамп унижен публично, он угроза и помеха. Во Франции звучит голос, страна может выйти из НАТО. Заявление сделала вице-президент парламента Клеменс Гетте. Перечисляет причины. США похищают Мадуро, поддерживают геноцид в Палестине, угрожают Гренландии аннексией и бомбят народы в нарушении международного права. Это была цитата. А поэтому Франции не по пути с таким союзником. Больше, чем когда-либо, ставится вопрос об участии Франции в организации Североатлантического договора, военном альянсе, который находится под руководством и на службе Соединенных Штатов. Я вношу предложение о резолюции о плановом выходе из НАТО, начиная с выхода из его интегрированного военного командования. Второе за сутки заявление Гетте делает, называя Трампа угрозой мирового порядка. Дональд Трамп и американская империя представляют угрозу для мирового мира. Необходимо срочно, чтобы Франция восстановила свою стратегическую независимость и заново развернула свою международную деятельность. США при этом наносят новый удар. Америка пошла в наступление и вновь в акватории. Очередная спецоперация морпехов США. Задержание еще одного, 5-го за последние недели нефтяного танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы. Судно «Олина» под санкциями как часть теневого флота РФ. Операция Министерства войны Southern Spear непоколебима в своей миссии по защите нашей Родины путем прекращения незаконной деятельности и восстановления безопасности в западном полушарии. Такими действиями США отправляют сигнал России. Трамп устал от утомительного Путина. Это была цитата, и об этом пишет The Telegraph. В публикации со ссылкой на представителя Белого дома говорится, что у Трампа закончились пряники для Кремля, и он берется за кнут. Дональд Трамп все больше раздражается Владимиром Путиным и считает его большим препятствием для достижения мира в Украине, чем Владимира Зеленского, сообщают источники. По их словам, решение президента США захватить нефтяной танкер под российским флагом и поддержка нового законопроекта о санкциях стали сигналом Путину о том, что у него осталось мало времени на завершение войны. При этом Трамп делает внезапное заявление, ответ на острый вопрос журналиста. Готовы ли США в ответ на призыв Зеленского захватить Путина, как и Мадуро? Звучит так, будто он хочет, чтобы вы отправились и захватили Владимира Путина. Вы когда-нибудь отдали бы приказ о проведении операции по захвату Владимира Путина? Но я не думаю, что в этом будет необходимость. Я думаю, что у меня всегда были отличные отношения с ним. Я очень разочарован. Я урегулировал 8 войн. В то же время Зеленский готов к сделке, пишет The Telegraph. Вашингтон и Киев в ближайшее время подпишут соглашение о восстановлении на $800 миллиардов. Это сделка о послевоенном процветании и гарантиях безопасности. Киев надеется, что, предложив Вашингтону долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, которые могут быть привлекательны для Трампа, президент США будет более склонен предоставить жесткие гарантии безопасности, говорится в публикации. Кроме того, уже Bloomberg пишет, что Зеленский ждет ответ от Путина по 20-пунктному плану мира. Срок до конца этого месяца.
Украинский лидер заявил, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с Трампом, что может произойти уже в конце этого месяца. Уже официально и по необходимости в Киеве в срочном порядке сливают воду из систем отопления многоквартирных домов. Заявление сделала госадминистрация. Процедуру называют стандартной технической мерой и уверяют, что к такому варианту могут прибегнуть даже тогда, когда отключение может занять несколько часов или сутки. Это требование безопасности, подчеркивает местная власть. И опровергает слухи о том, что данная процедура проводится исключительно перед длительным отключением теплоподачи. Такие рекомендации правительство действует в Украине уже почти 20 лет и предусмотрены правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей. Решение о дренировании, то есть об осушении труб, принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом отопление восстановлено частично. В некоторых районах столицы Украины уже обогреваются чуть более 1000 жилых домов, но по-прежнему в холоде примерно 5000 многоэтажек. В условиях ЧС в столице круглосуточно работают более 1200 пунктов несокрушимости, где киевляне могут согреться. В то же время сам Кличко греется не в Киеве, а на курорте. Скандал возник из-за вероятного отпуска мэра. Народный депутат Украины Безуглая заявила, что Кличко нет в городе. Впрочем, очень быстро депутат забрала свои слова обратно и опубликовала фото у себя на странице уже с Кличко, подписав его «Нашла мэра» и выпила с ним чаю. Кличко же, который призвал жителей Киева выехать из города, попал под каток критики Зеленского за тревожное сообщение. Сам же Кличко отбивался в соцсетях как мог. Там одна очень народная депутат отправила меня в отпуск. Спасибо, конечно, но зачем писать ложь, которую потом подхватывают неразборчивые в достоверной информации телеграм-каналы? Разборчивые же СМИ, например, обращались, чтобы уточнить информацию. Тем более этот депутат любит ходить в мэрию на разные совещания. Поэтому могла бы заглянуть и сегодня. В темноте и холоде сидят и жители Белгородской области. Ответный удар Украины они приняли 8 января вечером. Губернатор Гладков заявляет, что после атаки ВСУ без электричества и тепла остались более 500 тысяч человек, около 200 тысяч жителей без воды. Областной центр Белгород обесточен на 70%. Местные сравнивают город со средневековьем. Говорят, кроме проблем с теплом и светом, барахлит интернет. Люди часами стоят в очереди на АЗС, чтобы купить бензин и заправить свои генераторы, сообщалось накануне. Больницы запитали от резервной генерации. Когда вернут свет во все дома, неизвестно. Сроки восстановления электроснабжения сдвигаются. Ситуация крайне сложная. И сейчас предпринимается максимальная мера для того, чтобы переходить на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работа выполняется. У США срочно запросили помощь. Иран обратился к Трампу. Стране необходим американский удар. Призыв прозвучал от лидера иранской оппозиции, сына последнего шаха Резы Пехлеви. Он сейчас в эмиграции в Калифорнии. На фоне массовых протестов в Иране, жертвами которых стали как минимум 45 протестующих, наследный принц написал в соцсети X обращение к президенту США, в котором критикует Али Хаменеи за действия против народа. Жители Ирана, вышедшие на протесты против власти и нищеты, говорит Пехлеви, сталкиваются уже не только с пулями, но и с полным отключением связи, интернета, стационарных телефонов. Трамп – человек мира и слова, пишет Реза Пехлеви, и просит США неотложно вмешаться в ситуацию. Я призвал людей выйти на улицы, чтобы бороться за свою свободу и численным превосходством подавить силы безопасности. Прошлой ночью им это удалось. Ваша угроза этому преступному режиму также удержала его бандитов от активных действий. Но время имеет решающее значение. Люди снова выйдут на улицы уже через час. Я прошу вас о помощи. Протесты в Иране бушуют уже 2 недели, напряжение только нарастает в одном из крупнейших городов Ирана – Керманшахе. Курдские вооруженные группы объявили о создании штурмовых отрядов для борьбы с властью Тегерана, сообщают паблики. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что не отступит перед протестующими и назвал их вандалами и диверсантами. Рим против Захаровой и Репина. В Италии отменили выступление российской балерины с фамилией Захарова и ее мужа-скрипача Репина. Показ балета планировался в театре Маджо Музикале во Флоренции 20 и 21 января этого года. На сайте театра сообщается, что оба выступления отменены из-за сохраняющейся международной напряженности.
Как пишут итальянские СМИ, причиной отмены Захаровой стала позиция посольства Украины в Италии. Дипмиссия направила письмо руководству театра и городским властям с просьбой отменить выступления балерины и скрипача, посчитав их присутствие неприемлемым из-за связей супругов с Кремлем. Отмечу, Захарова — это прима-балерина Большого театра России, член партии «Единая Россия», ранее была депутатом Госдумы и доверенным лицом Путина на выборах 2024 года. Балет на пальцах и для пальцев с участием Светланы Захаровой и Вадима Репина, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, временно приостановлен в связи с текущей международной напряженностью, которая создала обстановку, способную поставить под угрозу успешное проведение спектакля. Квартира есть, ключей нет. Российская певица Долина съехала со своей скандальной квартиры в Москве, но не спешит отдать ключи ее законной владелице Лурье. Процедура передачи недвижимости должна была пройти накануне, однако адвокат Лурье утверждает, что Долина навстречу не пришла, отправив вместо себя доверенное лицо. У последнего не было полномочий на подписание акта приема передачи недвижимости. Без подписания этого документа Лурье не может заселиться в квартиру. Из-за срыва процедуры Лурье готова привлечь судебных приставов, чтобы они насильно выселили Долину. У представителя артистки своя версия произошедшего. Ее адвокат Мария Пухова говорит, что сторона покупательницы отказалась принять жилплощадь якобы из-за некорректной даты в документе, поскольку акт сдачи апартаментов датирован 5 января, а не 9. Доверенное лицо Долина уверяет, именно 5 была готова документация со стороны Лурье, но в тот день она не смогла приехать, чтобы наконец-то поставить точку в затянувшейся сделке. Как пишут российские СМИ, Долиной не будет в России до 20 января. Дата повторной встречи пока не назначена. Друзья, на этом все. Я говорю вам спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.